Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, случайно открыли это видео и оказались на канале Таро Немо. Таро-расклад – потоковая информация, та, которую вам прямо сейчас, в эту минуту, важно услышать или принять во внимание. Давайте узнаем. Не будем задавать вопросов, но, конечно, в нашем раскладе мы с вами сделаем сигнификацию. Кто вы? И наш расклад подойдет одинаково как для мужчин, так и для моих любимых девочек. И повторяюсь, неважно какой возраст. Рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла тоже. Итак, какую же информацию вам нужно услышать, принять во внимание? Возможно, это какая-то тема, волнующая вас, скорее всего, раз заглянули на канал. Может быть, вы ищете выход из создавшегося положения или получили какую-то новость неожиданную, которая вас отчасти поставила в тупик. Итак, кто же вы? Давайте будем узнавать, чтобы вы могли сориентироваться, насколько этот расклад подходит лично вам. Вообще, туз кубков, мои дорогие. Любовь, радость, счастье. Приятное известие, будем говорить, туз. Может быть, это что-то, ну, как и ваше воодушевление, или у вас сейчас, ну, где-то, несмотря, может быть, даже на какие-то трудности, сложности, в целом хорошее настроение. Или пусть настроение, ну, так себе будем говорить, но явно получили вы какую-то, значит, известие, новость, приятную информацию, которая вас, с одной стороны, это точно. Почему говорю с одной? Потому что, вот смотрите, вы действительно находитесь на каком-то эмоциональном подъеме. Вот нам сразу уже карты говорят о человеке, чтобы вы могли сориентироваться, насколько наш расклад подходит вам. И карта Солнца. Конечно, у кого-то это может быть довольно сложный вопрос, потому что карта Солнца, я часто говорю, выбор правильного направления, как будто кто-то из вас конкретно пытается распланировать последующие полгода. 6-8 месяцев идут по этой карте. И стало быть до конца 2026, ну а если вы открыли это видео значительно позже, тоже отсчитайте 6-8 месяцев. Стало быть, нам карта говорит о том, что человек, тот, который добрый, кстати, чувствительный человек по тузу кубков, это пока начальная информация, которая вас дает карты. Есть ваш план, безусловно, по Солнцу, это всегда наши какие-то приоритеты. Вот в данный момент есть что-то со знаком плюс. Может быть, это даже ощущение того, что вот сейчас вот что-то будет меняться. Вы можете буквально чувствовать, что вы проходите сейчас, ух как, аркан сила, что вы проходите какой-то важный экзамен буквально жизни. И я, кстати, не исключаю, что у кого-то буквально экзамен, может быть, сертификат вы получаете. Или у кого-то сессия, да, все зависит от того, когда вы открыли это видео. Или вам нужно подготовить какой-то документ. И явно, вот правда, новость, информация какая-то поступила от конкретного человека. Пусть это будет в виде руководителя на работе. Или пусть это будет в виде какого-то чиновника, да, или когда вы пошли в какую-то контору, инстанцию, и там тоже услышали ту информацию, которая вас могла как и впечатлить, ну и на какой-то процент она вас тоже обрадовала, воодушевила, или вы видите, что вот именно для вас сейчас есть составляющая, когда вы можете что-то либо изменить, либо, ну, себе со знаком плюс, может быть, как обустроить какое-то дело или с кем-то договориться. И вместе с тем вы, скорее всего, понимаете, что у вас сейчас тот момент, когда все равно надеяться нужно на самого себя или саму себя. Здесь могла быть история личной жизни. Вот так вот поворачивают карты. Может быть, есть и ваши какие-то приоритеты. Где-то ведь тоже туз кубков будет говорить. И это могло быть известие от какого-то человека, с которым раньше была любовь. Раньше была какая-то очень сильная связь. И тут может быть, знаете как, притяжение. Причем обоюдное притяжение. Если меня смотрят мужчины, то по аркану сила, чаще это карта женской силы. Это есть какая-то женщина, которая вас и вдохновляет, занимает ваши мысли, которую вы видите очень ресурсной, или вам хочется с ней быть, познакомиться поближе, мои дорогие девочки, это где-то со стороны мужчины активность или желание.
Может быть, он явно пока не демонстрирует, потому что все же король жезлов – это у нас лидер всегда, да, такой харизматичный, который сам по себе. Вот очень добрый ряд карт, который будет говорить, да, на данный момент вас все радует. Но вот хочется тогда спросить, от чего мы смотрим расклад? Не совсем понятно. Давайте я возьму карты оракула. Карта оракула – это оракул Сибила. Я так понимаю, если все хорошо, расклады Таро не смотрят. Лучше это всегда враг хорошего. Ну, значит, была какая-то история явно. Может быть, предшествовало что-то, может быть, не с этим человеком связано, а просто ваш опыт, который вас так останавливает. Так что же нам о вас расскажут теперь карты оракула? Приготовьтесь, мои дорогие, потому что значение карт не менялось, хоть эта колода была создана достаточно давно. Но мы переложим на нашу современность, на нашу реальность. Достанем несколько карт. Что же за история предшествовала, может быть, да? Почему вы можете смотреть расклад? Или в чем вопрос, да, заключается? Услуга какая-то. Тут может быть услуга за услугу. Например, вам могли бы сделать предложение, может быть, рационализаторское, да, ну или рациональное предложение, которое касается вашей работы, или, может быть, составления документов, возможно, и учебы. Одним словом, взаимодействие, сотрудничество. Пусть это даже сотрудничество где-то по личной жизни. Но именно услуга за услугу. Вот такое, может быть, прежде было в отношениях. А потом вот нам карты оракула, они, знаете, так емко, но и точно часто говорят, и нам говорят надежды. Знаете, это не сбывшиеся надежды. Это какое-то пустое ожидание. Нам здесь показана девушка, которая буквально прикована цепью. Да еще посмотрите, с какой-то путаницей это было связано. Словно есть какая-то рамка, непонятно зачем. А рамка – это всегда границы. Вы столкнулись с какими-то границами. Когда вы оказались, ну, условно, в заложниках отношений, в заложниках какой-то ситуации, вы именно дали кому-то согласие и были абсолютно уверены. Возможно, вы уже оказались в подобной, правда, ситуации или с конкретным человеком, когда это был обман. Ну, или пусть это не явный обман, сложно мне так судить, но пусть это на какой-то процент. Но то, что вам обещалось, оно не было исполнено. И вы оказались в состоянии ожидания. Ну, даже вы, если допускали услуга за услугу, может быть, с вашей стороны какие-то действия были выполнены, но с обратной стороны этого не произошло. И тут словно цепью, да еще и с повязкой на глазах, вы оказались, вот как и в каких-то условиях стесненных, в какой-то ситуации, при обстоятельствах, когда ничего другого может быть, у вас не было как вариантов, вы вынуждены были ожидать. Что же еще нам о вас расскажут карты? Вполне вероятно, это было связано с получением какого-то известия, может быть, бумаги важной, разговора. И опять же ожидания, очень много было ожиданий, мои дорогие. Надежды, да, но тут нам карта прорисованная четко говорит, это не сбывшиеся надежды, а ожидания – это когда, может быть, в вашей жизни была ситуация, когда, да, и обещалось вам, но не исполнилось. Вы где-то себя, может быть, пытались отводить от грустных мыслей, и в себе где-то сомневались, говорили, ну что же это я так? Мне ведь не сказали нет, например, да? Ну, как бы нету повода не верить. Может быть, это у кого-то была такая, знаете, вибрирующая непонятная ситуация, как в детской игре. Да и нет, не говорите. Вы оказались как, знаете, может быть, и с учетом, кстати, какой-то новости, словно между двух огней. Но что первый, что второй, все равно ожидание. Какие-то два варианта или вам были предложены, и вам-то не подходил ни первый, ни второй. Первый граничил с пустым ожиданием, с надеждами, а второй вроде бы и заново вдохновлял, но не давал конкретики. Вполне вероятно, вы сейчас оказались, вот для кого-то вот эти две похожие карты. И вроде бы, да, вас что-то сейчас радует, факт, мои дорогие. Вот, наверное, поэтому вы смотрите видео, карты очень однозначно называются «Тюрьма».
ну, мы будем говорить, это всегда какие-то ограничения. Словно человек себя на цепи прикованным чувствует. Может быть, это вы оказались в каком-то конкретном месте. Смотрите расклад и не знаете, как выбраться, может быть и так. И от вас требуется какое-то однозначное решение, но обстоятельства складываются таким образом, что и себе, с одной стороны, нельзя навредить, но вот и замечтаться нельзя. Может быть, очередной виток каких-то обещаний, надежд, мои дорогие, а вы себя останавливаете и говорите: нет, это было. У кого-то это будут взаимоотношения, которые касаются личной жизни. Но это точно, может быть, была ситуация, которая неоднократно повторялась через вот это дежавю. Оно вроде бы что-то начиналось, вот мы говорим, какие-то горки, да, или как качели. Шаг вперед, два шага назад. Потом опять вроде как шаг вперед, и опять какая-то тишина. Может быть, вы уже теперь, как знаете, для вас даже если тишина, молчание со стороны конкретного человека, но это уже очень громкое свидетельство о чем-то. Потому что вот этот опыт вам, ну или вас заставляет быть реалистом или реалисткой, мои дорогие. Я тут больше вижу вот именно здесь могла быть ситуация, мои дорогие мужчины. Может быть, это и вы на какой-то период прекратили взаимоотношения. Может быть, неважно, кто там прав, виноват, но вот так сложилось, что вы сами как будто, может быть, действительно поставили на паузу. Может быть, вам нужно было что-то переосмыслить. Возможно, так сложились обстоятельства в третьих каких-то ситуациях, которые так или иначе воздействовали на ваше решение, мои дорогие девочки. Это тоже могла быть какая-то ситуация в жизни мужчины, если мы берем даже личную жизнь. А потом появился опять человек. Но если мы говорим по работе, по инстанциям, раньше мы что-то не могли осуществить и, может быть, многократно пытались какой-то вопрос как решить, продвинуть, но у нас все время не получалось. И вот теперь, может быть, вы узнали какую-то новость, вроде бы есть предпосылки, что да, вот я сейчас могу чем-то воспользоваться. Но опыт, видимо, сын ошибок трудных вас заставляет так немножко холодно оценить, что это для меня. Пустые ожидания, потеря времени или, а тут у нас любовь, или это действительно стоит этим заниматься. По аркану любовь – это, конечно, знаете, добрые чувства. В целом давайте посмотрим. Начинается у нас с туза кубков, и стало быть, мы чем-то воодушевлены. То есть, с одной стороны, что-то радует, а с другой стороны, мы уже были как будто там, в этом прошлом. Все знаем, все видели. И, может быть, вот этот опыт, он вас сейчас заставляет искать информацию, искать подсказки, поэтому вы и открыли это видео. Но на сегодняшний момент, на данную минуту, есть то, что заманчиво, мои дорогие, то, что, знаете, как привлекательно. Хочется в это верить, хочется доверять. Но есть, пусть не на 100%, потому что опыт опять же присутствует. Но, пусть на малый процент, но ведь правда, как и туз кубков в картах Таро, так и аркан любовь, может быть и хочется именно расслабиться, не суетиться. Может быть, у вас был сложный очень период, когда, правда, тут по аркану сила, вы какие-то свои вопросы уже решали, может быть, выкарабкивались из каких-то сложных ситуаций, как рабочих, так и житейских. И вроде бы у вас сейчас все-таки дела, ну, по крайней мере, из какого-то небытия они постепенно выходят. Вот вы сейчас на, может быть, не только душевном подъеме, или вы понимаете, чувствуете, может быть, ведь все-таки по аркану сила тут очень часто проходит такое значение, как интуиция. Вы можете чувствовать, что вот эти перемены, они как будто неизбежны. И другой человек тоже может быть в такой ситуации. Вполне вероятно, если это отношения, то друг друга как будто зеркалят в отношениях. Раньше это вы были в режиме ожидания, а может быть потом вы для себя провели правильные параллели, поняли, что для вас значил человек, в какой ситуации вы оказались, сколько времени вы потеряли из-за ожидания, и вы в чем-то могли поставить точку. Почему? А потому что пришлось выходить словно из этой, ну, аллегорической тюрьмы или из какой-то ситуации, когда потеря времени,
когда потеря, может быть, и сил была, когда вы-то вот на какой-то период не могли ничего сделать, вы не могли воздействовать, но это глубочайшее разочарование, когда вы, ну, себя именно вот ощущали заложником, а может быть, даже себя винили, ну, что в чем-то допустили ошибку. Ну вот если подходит эта сигнификация, сейчас я сложу карты, и мы будем с вами узнавать информацию, которую вам нужно услышать. А тут у нас, смотрите, так получилось, что на дне колоды аркан ребенок. Это всегда что-то новое. Аркан утешения. Вот может быть все то, что вы чувствуете, сродни утешения. Может быть вам просто даже приятно, что человек какой-то откликнулся или, ну знаете, пытается вернуться. Или пусть вам тоже кто-то позвонил, написал, да? И это пока не свидетельствует о чем-то более грандиозном. А поэтому вы смотрите расклад и пытаетесь для себя определить, что это еще одни качели или все-таки для меня та ситуация, когда мне ее стоит рассмотреть. Вполне вероятно, но вот печаль. Все же, наверное, как идут и радости, но вы себя, скорее всего, останавливаете, потому что не хочется, опять же, где-то сродни ожидания, оказаться в той истории, когда мы, ну, один на один, с каким-то вопросом, с какой-то реальностью. И мы печалимся. Печалиться не хочется. А до печали, скорее всего, был праздник. А, видимо, почему этот праздник закончился – аркан «Старая дама» говорит о том, что это человек, который с опытом. Может быть, конкретно человек старше вас, ну, к примеру, да? Или это по положению, по социальной лестнице. Или, правда, у кого-то руководитель. Да, тут последовало какое-то известие. Это было в прошлом, все-таки мы о вас говорим. Я просто дополняю, потому что увидела именно аркан ребенок, да, и решила посмотреть, что перед этой картой. Это ведь всегда обновление ребенок, правда? Стало быть, обновление какой-то ситуации, правда? Аркан Сибила, оракул Сибила это подтверждает. Но у вас был какой-то очень сложный опыт. Вы когда-то думали, что вам человек друг, а потом пошел другой опыт. Какая-то была неожиданность, была радость, праздник. Ух ты, кто-то мог планировать будущее. Посмотрите, дом. Да, тут было что-то такое, но уже были предшествующие какие-то события, мои дорогие. Тут ведь, правда, нельзя замечтаться, потому что была какая-то больная ситуация. И юная женщина, имеется в виду, опыта нет. Вот вы прошли какой-то опыт, прежде чем вы сами, кстати, обрели его, да, жизненный, да, когда, может быть, словно наивными глазами, доверчивыми были. А потом вы понимаете, нет, так не пойдет. И вы можете себя чувствовать обманутыми, потому что вы себя можете чувствовать как и неопытным человеком, так и буквально словно служанка, словно в угоду кому-то. А вот, ну, остановимся на этой карте, карта вора. Тут действительно какая-то была неправда, нечестность, игра, мои дорогие, в ваш адрес. Вот много нам затянулась наша сигнификация, но по первому ряду, тем не менее, первый ряд, он очень показательный. Он говорит о том, что действительно ведь тут в вашей жизни что-то будет меняться совсем скоро. Мы сейчас с вами узнаем, какую уже информацию важно вам услышать. Но, может быть, и вы сейчас, пока я перебирала карты оракула, немножко вернулись назад. И я так думаю, для вас это тоже будет важно. Так немножко открутить киноленту собственной судьбы и подумать, в чем был ваш, может быть, минус. Потому что человек-то добрый нам показан, правда? Но иногда люди не ценят эту доброту, воспринимая как слабость. Итак, что вам важно знать, нужно услышать в эту минуту, прямо сейчас? Финиш, мои дорогие. Эта карта не говорит, что ну все, вот все пропало, или все остановилось, или какая-то история, которая не может продолжаться. Нет, это карта трансформации. Поэтому я, конечно, допускаю, что для кого-то из вас это будет дополнительная информация к тому, что вы сейчас, может быть, вы воодушевлены, но нет уже иллюзий, вы готовы что-то отпустить, возможно, вы уже отпустили.
И где-то предыдущие карты об этом могли говорить, и карта будет говорить о том, что вот в прежнем формате отношения не будут продолжаться. Здесь их нужно либо менять, трансформировать. Где-то и вы сейчас находитесь в том периоде жизни, когда тут действительно в вашу жизнь идут кардинальные перемены. И от вас потребуется как-то правильно очень провзаимодействовать с людьми. О, точно, посмотрите, второй старший аркан. Вы сейчас, мои дорогие, находитесь во власти обстоятельств. И это вам нужно услышать. Может быть, нам человек ресурсный был показан, правда, и вроде бы вас что-то радует, но чего вы сейчас можете не видеть? Что от вас сейчас может быть скрыто? Вот именно те перемены, которые происходят вокруг вас. На вас будут оказывать влияние, к примеру, смена законов, смена каких-то жизненных обстоятельств. Так или иначе, может быть, даже это, знаете, как меняется мировоззрение или вокруг вас меняется тоже, меняются люди, например. И это тоже те перемены, которые приходят в нашу жизнь, потому что у человека поменялись планы, у человека, может быть, его жизнь научила, будем говорить, судьба, и он сделал важные выводы, а для вас такое в жизни тоже бывает. А для вас, знаете, как ситуация, когда вроде бы и выбор нужно делать, да, аркан колесница, хотя это карта успеха. Ну вот тут конкретно колесница, тут у нас мотоцикл. И тем не менее, указатели туда или сюда, куда я иду. И, может быть, вы столкнетесь совсем скоро с такими обстоятельствами, когда выбор невелик, а нужно взаимодействовать с тем, что есть в данный момент. Но и две карты будут говорить, ты стоишь на пороге событий, когда тебе придется скоро делать однозначный выбор. Не получится какая-то двойственность, не получится какая-то игра. Причем обе карты будут как раз и говорить о том, что за счет обстоятельств, тут тебе обстоятельства, события, которые тебя окружают, где-то и новости, тебе придется что-то рассчитать. Причем это больше будет касаться вашего успеха, продвижения, может быть, и конкретно. У кого-то банально по этой карте, но иногда проходит наше авто, но все же старший аркан – это больше о переменах, и это карта успеха. Но это тот успех, который вот не у нас в кармане, не завтра отнюдь, а именно он начинается от правильного выбора. И еще раз выбор. Вы скоро услышите, узнаете какую-то новость, это правда. Или вопрос выбора как раз будет касаться обсуждения. Или когда весточка какая-то пришла, вам, может быть, прислали какой-то документ. Или, может быть, вас о чем-то уведомили. Ну, тут по-разному в нашу цифровую эпоху. Может быть, это и само по себе письмо, может быть, на e-mail. А может быть, это письмо, которое как в мессенджерах, да, сообщение. Или пусть это разговор устный, смс, мои дорогие. Вот видите, как жизнь как будто изменила, да, у нас выпадает королева Пентаклей. Здесь ситуация может касаться одновременно и работы, и денег, и личной жизни. Королева Пентаклей – карта ресурсного человека, и который не готов замечтаться, но... Ведь это единственный персонаж в колоде, который умеет сказку буквально сделать былью. Королева Пентаклей всегда рассчитывает сама на себя, отчасти энергетика похожа на императрицу. И пусть королева, мы говорим, что да, она ресурсна, но она очень осторожна в выборе. Осторожно, потому что опыт имеет, ведь она сама действует. Она понимает, что рассчитывать ни на кого не стоит. Да, но это тот человек, который всем помогает. Вот у вас как будто, мои дорогие, вот та информация, которую, может быть, вам тоже придется принять во внимание. Может так статься, что есть ваши, как будто приоритеты или то, что вы хотите осуществить, но есть и такая составляющая, как ваша помощь кому-то, помощь детям. Иногда вот именно по этой карте идут уже более зрелые люди. Может быть, это вы, неважно, может, и лет вам совсем немного, но какой-то пройденный, очень сложный опыт вам тоже подсказывает, есть составляющая, которую вы не можете рисковать. То, чем вы, ну, как бы не можете поступиться или не можете это потерять. И я отнюдь не говорю о том, что мы буквально за какой-то материализм держимся. Хотя по королеве Пентаклей такое может быть. Может быть, вам и придется что-то трансформировать, пересматривать. Иногда по этой карте проходят вопросы личной жизни, которые связаны именно с оформлением отношений.
Но тут, скорее всего, у вас сейчас стоит, даже если на кону и отношения, но тут все-таки работа, мои дорогие, денежная составляющая. И пусть у вас, к примеру, сейчас вот все то, что нам говорили в сигнификации, есть ваши задачи. Может быть, это ваше, как ваше самодостижение, самовыражение, ваша самодостаточность. Это ваш какой-то личный проект, может быть, и личный бизнес, или какое-то творчество, которое... королева Пентакли очень творческий человек, как и императрица. Поэтому вот вы хотите что-то осуществить. Вы знаете, вы как нацелены на успех. Но, видимо, обстоятельства вот-вот совсем скоро могут сложиться так, мои дорогие, вам придется рассматривать какой-то альтернативный вариант. И причем так вот, одновременно, я говорю часто, направо и налево мы ведь не пойдем. Либо направо, либо налево, либо туда, либо сюда, буквально как показывают нам карты, подсказывает какой-то однозначный выбор. Но ваши приоритеты, посмотрите, мы достали с вами целый ряд карт, и ни одной карты об эмоциях. Вообще, как будто нет. Карта рутины. Одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. Но я допускаю, первый аркан трансформации у вас. Какая-то история вот-вот сложится, которая будет, может быть, опять же я с оговоркой, и касается где-то личной жизни. Именно касается. Но ваши приоритеты, они в другой стороне. Вот или так сложится, что во главу угла вы поставите именно собственную безопасность, может быть, вопросы, связанные с местом жительства, и одновременно денежная история. Что вам нужно услышать прямо сейчас? Ну вот мы с вами говорили по сигнификации, да? У кого-то могли быть отношения, когда что-то планировалось. Для кого-то из вас это будет говорить о том, что это вы сейчас, может быть, и смотрят меня люди семейные, или у вас есть дети, есть те, которым вы помогаете. Я где-то уже говорила о том, что вы не можете что-то потерять, или, может быть, кому-то отказать, вы не можете чем-то поступиться. И вот как будто... И вот этот дуплет будет говорить о том, что вынуждены по каким-то условностям пересматривать, как и вашу степень участия в каком-то деле или целесообразность продолжения. Может быть, для кого-то из вас это действительно вопросы, связанные с вашим местом пребывания, домом, и для кого-то конкретная поездка-переезд. И, может быть, есть для поездки-переезда интересы личный, ну, будем говорить, эмоциональный, любовный, да, как угодно назовите. Но человек реалист. Помимо эмоций есть вот эта реальность, может быть, финансы, которые, или работа. Кто-то переезжает именно из-за работы, или рассматриваете вы сейчас разные варианты для того, чтобы куда поехать. И именно с целью работы, с целью заработков, мои дорогие. Потому что для кого-то будет проигрываться так, что то место, где вы находитесь, и нам, кстати, карта Оракула, вспомним, да, вот эта карта, которая тюрьма выпала, период ограничений. Вы можете допускать, что вы были когда-то, может быть, прежде, как вот в этой зоне ограничений. Вы не могли что-то осуществить, и вы не хотите заново оказаться в таких стесненных обстоятельствах, у вас уже жизнь научила. Поэтому, возможно, вы готовы рассматривать альтернативные варианты. Но четверка жезлов, что вам нужно услышать прямо сейчас? Правда, тут будут какие-то известия или предложения, которые будут касаться все же с таким заходом через чувства. Или пытаться конкретный человек будет на вас, или в виде, может быть, информации от человека, который вам ее доносит. Которая вроде информация, это действительно радует. Но есть некоторые моменты, которые вы понимаете, они сопряжены с какой-то долей или степенью риска. Может быть, это вот необходимость и работы, и необходимость, может быть, буквально заработать на жилье. Вот у кого-то так может проиграться. Ведь четверка жезлов хоть и праздник после победы, но мы часто говорим карта дома. Или карта стабильности, карта якоря, а рядом у нас десятка кубков. Поэтому, ну, какая-то история вами, мои дорогие, будет рассмотрена, это точно. Давайте еще узнаем, что вам нужно прямо сейчас. Ну, не замечтаться, карта иллюзий. Как будто у вас будет выбор, знаете, он чем будет сложен? Ну вот, карты живут
своей жизнью. И аркан Солнца, конечно, это выбор правильного направления. И мы с вами об этом говорили. Мы говорили по сигнификации. И да, тут вот сигнификация, значит, нужно было рассмотреть нам карты оракула, чтобы раскрыть вот эту историю, что же там предшествовало. Так вот, по аркану Солнца вы как раз сейчас набираете силу, набираете темп. Вам, тем не менее, посмотрите, первые два аркана заставляют задуматься. Первые два аркана говорят: нет, у тебя не получится где-то и вашим, и нашим. Тебе придется делать сложный выбор, который для тебя будет сложен как и эмоционально, так и буквально, может быть, и материально где-то. Я такого тоже не исключаю. Потому что, может быть, вы будете видеть вот тоже степень риска, и вы смотрите этот расклад, пытаетесь для себя, ну, самый какой-то удобоваримый фарватер просчитать или вариант, когда что я буду делать, если я останусь ни с чем, или если я останусь вот как по предыдущим значениям, словно опять в каком-то ожидании. Но аркан Солнца, мои дорогие, говорит, он все-таки у нас теперь выходит после аркана трансформации, как будто все равно отпустить прошлое. Может быть, для вас будет, как скоро получена какая-то добрая весть от конкретного человека, которая вас обрадует. Это может быть совсем не тот человек, о котором мы рассматривали в самом начале. У нас выпадает король кубков. Может быть, для кого-то и связано, но здесь может быть и правда история, которая ведь очень часто по этой карте нам приходится переключаться между чувствами и материализмом. Всегда король кубков находится как на постаменте каком-то, да, на троне, на участке суши, на камне, в зависимости от колоды. Это прообраз материализма. А в то же время кубок поднимает. Вот это единственный персонаж в колоде, который именно и умеет не смешивать эмоции с какими-то серьезными вопросами, которые требуют рациональных решений, холодной головы. Может быть, отчасти и вам придется примерить на себя эти энергии. Я вполне также допускаю, что, может быть, это будет связано с конкретным человеком, которого вы хорошо знаете. Кстати, как кубковые карты, так и пентакливые, персональные, говорят о тех людях, которых мы хорошо знаем. Или это супруги мои дорогие, или пусть это друзья хорошие, родственники. Поэтому тут я вижу продолжение какой-то истории или взаимодействия. Но с учетом десятки кубков, а вверху 13-й аркан, вам придется что-то видоизменять. Может быть, это вот именно начало с какой-то новости, точно, которая вас вынудит, приготовьтесь к этому тоже. Скорее всего, вам придется или обращаться к юристу, например, понимать, как работает в отношении вас закон. Или вы будете искать какую-то информацию, причем мы ищем правду, истину, и мы ее находим. Вот нельзя ошибиться даже в какой-то мелочи, мои дорогие. Может быть, будет такая подсказка, которая, ну вот на реальную жизнь еще не переложишь, а это как вам интуиция вас как от чего-то останавливает. Поверьте, это тоже важно услышать, потому что не отмахнитесь от чего-то. Все-таки семерка кубков у нас тут была. Поэтому, ну, может быть, и стоит для себя рассмотреть какой-то вариант. Но рассмотреть этот вариант с разных сторон. Рассмотреть как будто от противного, что я буду делать, если окажусь в какой-то ситуации, которая будет походить несколько на прежнюю. Вот просчитать как будто заранее. Вот что я буду делать, как я буду действовать, что я буду делать, каковы будут мои ресурсы. С другой стороны, иногда двойка жезлов говорит о том, что, а вот и правда с арканом правосудия, мы где-то засиделись. Или, может быть, за какой-то период, пока вы занимались другими какими-то своими вопросами, или словно из долгого небытия пытались выкарабкаться, или у кого-то была очень сложная финансовая ситуация, когда вам, ну, вы вынуждены были очень много работать, чтобы решить именно финансовый какой-то вопрос. Я этого не исключаю. Аркан правосудия – это всегда как по судьбе, причины и следствия. Поэтому вполне вероятно. Здесь, знаете, если вы уже как над собой какую-то работу проделали, нельзя, ну, как свести это к нулю. Ваш какой-то опыт тоже нельзя свести к нулю. Потому что вы действительно можете проходить такую проверку на прочность, когда в вашу жизнь вроде что-то возвращается. Но возвращается это, знаете, как в виде опыта. Когда вам нужно будет принимать очень какое-то важное решение, оно будет граничить
серьезным выбором. Это нас как будто судьба испытывает, насколько, вот смотрите, как триплет выпал. Первый аркан, весть и наш паж на развилке, направо и налево, а рядом старший аркан колесница, туда или сюда. Вторая карта, иллюзии. Да, это то, что нас вдохновляет, то, что нас радует, воодушевляет. Нам кажется, ну, море по колено и вообще выбор большой. Тут действительно радость какая-то присутствует, а карта говорит, не замечтайся. И третья карта, аркан правосудия, карта кармы, причины и следствия. Нельзя ни в коем случае повторить какую-то ошибку или какой-то ляпсус. Но все же я говорю о том, что выбор должен быть. Очень сложный выбор. Приготовьтесь к этому. Королева жезлов – это та, которая прошла сложный путь. И где-то ей приходилось подниматься, как с колен, да, как будто с нуля, может быть, несколько раз снова и снова пытаться восстановить свое благополучие. Вот такое тоже я допускаю по этой карте. Но именно опыт. Сын ошибок трудных научил королеву жезлов, и теперь она правильно работает с информацией и правильно распоряжается деньгами. В принципе, это все то, о чем я говорила. Вам придется действительно проводить некоторые параллели туз мечей. Какой-то лабиринт заканчивается. Будьте к этому готовы. Но, мои дорогие, он заканчивается совсем не так, как вы хотите. И 13-й аркан тому свидетельство. Вам себя придется как перестроить на что-то новое, на что-то решиться. Но это в ваши планы не входило. Это приходит как и с новостью, или с какими-то обстоятельствами. Или когда даже ваш собственный, может быть, инсайт, когда вы понимаете, и новость получили, да, или в разговоре с конкретным человеком вы тоже что-то узнаете, нужную информацию, и это действительно как эврика. В нашей голове какой-то ребус складывается, мы понимаем, да нет, тут все то, что я думал или думала, тут все несколько иначе обстоит. И тем не менее, с этого момента начинается, ну, где-то вот этот путь наверх. Вот выбор правильного направления. К чему приготовиться, мои дорогие? Давайте достанем еще один ряд. Королева мечей – это, правда, отчасти где-то свидетельство 13-го аркана или прообраз Юдифи. Понятно, отказалась так отказалась, отрезала так отрезала, я часто говорю. Я уже не вспоминаю этот исторический факт, кому интересно. Обратитесь к Ветхому Завету. Но ведь она рассчитывала сама на себя. Она никому не говорила, кстати, правильной работы с информацией. Она никому не говорила, как она будет действовать. Счастье и удача любят тишину, а у вас удача на кону, мои дорогие, все-таки солнце. То есть вот будет, знаете, какой-то тонкий нюанс, который вам нужно и прочувствовать, и просчитать одновременно. Может быть, и оформить для того, чтобы чувствовать себя стабильнее или чувствовать защищеннее. Какой-то юридический документ, бумагу, или заранее как просчитать какие-то ваши ходы. Может быть, план А, план Б, план С. Что я буду делать, если я столкнусь с такой ситуацией? Или что я буду делать, если как-то альтернативно сложатся обстоятельства, мои дорогие, но точно не замечтаться. И при этом все ваши планы вы никому не афишируете. К чему приготовиться? Ну, будет, видимо, вот это сомнение. Вот, наверное, вообще мечи – это всегда интеллект. Но карта тоже говорит, ты не оборачивайся какой-то ситуации прошлой. Да, на какой-то процент она тебе помогает увидеть реальность. Но, скорее всего, к чему приготовиться? Придется где-то эмоционально себя не терзать, хочется сказать. Ведь это карта искаженного восприятия. И, может быть, иногда 13-й аркан, он тоже говорит, отпускай то, что было. Вполне вероятно, вам тут может, это точно, какую-то сложную историю, как повторит судьба. И этот выбор будет связан, посмотрите, правосудие, а следующий у нас аркан дьявол. Опять же, вот этот центральный ряд, который говорит, выбор архи сложен, мои дорогие. И если карта иллюзий, семерка кубков, а карта дьявола – это всегда соблазны. И есть по этой карте соблазн. Ну, может быть, который будет касаться личной жизни, опять же, старший аркан. И вам придется тут как-то очень грамотный выбор делать. Да, эта карта будет говорить, ну, будь аккуратен, потому что и в отношении тебя
будут, может быть, желающие какую-то свою игру вести, а тебе как будто это надо в свою игру переложить. Вот понимаете, тут действительно про образ Юдифи. Она ведь именно оказалась в той ситуации, когда кроме нее никто не мог это сделать. Вот у вас, кстати, может быть даже такая жизненная история. Вам некому дать совет. Вот в том, в чем вы оказались сейчас, с какими-то условностями, деталями. Да люди даже вообразить не могут, что такое бывает. Или, может быть, думают, а это в книгах пишут, или фильмы снимают, а в жизни реально оно как-то по-другому. Вот вы сейчас, и в этом вам тоже может быть сложно, потому что вас закрутила жизнь в какой-то вихрь в предыдущий период, и вам теперь очень в этом вихре-то самому или самой сложно разобраться. И вот именно тут предложение, новость или какой-то вариант, он где-то, ну, с каким-то промахом уже вами сейчас может восприниматься. А для кого-то это одновременно будет заманчивое предложение, мои дорогие. И, может быть, это как раз такой сложный выбор, когда мы не можем, вроде как, выбор невелик. Мы не можем от этого предложения отказаться. Вот иногда ведь и так. И заранее мы понимаем, что да, мы вроде соглашаемся, но тогда ваши приоритеты будут как у Юдифи, потому что вы будете понимать степень риска. Ну вот интересно, к чему еще приготовиться? Ведь правда, тут нужно просчитывать план А, план Б, план С, потому что по аркану повешенной может, я не исключаю, что будет такая ситуация в вашей жизни, когда что-то хорошо начинается, а потом как будто становится пауза. Но ведь это мы можем также трактовать, что если вы, допустим, ну, в какой-то мере, да, в какой-то доле вы на что-то не соглашаетесь или не рассматриваете, опять же, для себя альтернативный вариант, то и ваша жизнь как будто станет на паузу. Вот очень сложно. Тут, правда, и степень риска есть. Или когда мы находимся в ограниченных каких-то обстоятельствах, когда выбор невелик. Вот есть один какой-то. Может быть, он для вас не самый желанный, мои дорогие. И вы где-то рационально понимаете, что да, если я сейчас откажусь от чего-то, то второй раз мне не предложат. У кого-то может быть и так. Вот, кстати, потому что тут на кону солнце. И именно королева Пентакли, может быть, что-то подобное сейчас обдумывает. Верю, не верю. Есть свои приоритеты, есть свои интересы. Может быть, свой бизнес, свое творчество, или работа, или желание заработать деньги. Ну, все то, что я говорила. Или работать, может быть, да, или работать из любой точки мира. Или раскрыть свои таланты, может быть, в другом месте. Может быть, это будет связано со сменой работы, а то и с переездом, как я говорила. Но не рассмотрю этот вариант, действительно больше не предложат. А потом не будет, допустим, у меня каких-то ресурсов, и ситуация сама по себе внешне тоже начнет меняться. К чему приготовиться? Аркан сила. Вы знаете, вообще олицетворение Солнца в Деве и карта критического мышления. Карта сила. Вам с кем-то придется договариваться. Я не исключаю, что с самим собой, в первую очередь, наверное, ну или самой собой. Как и Солнце где-то, так и Лев, прообраз нашего эго, когда мы хотим по-своему поступить, а ситуация, она другая. Приготовьтесь к тому, что вы на своей волне все-таки должны оставаться, опять же. Впереди у нас Юдифь, ну и трансформация, вот она происходит. Трансформация в чувствах, трансформация в способах, степени заработка, ну и точно так же взаимодействие с конкретными людьми. Вот какая-то очень сложная ваша предыдущая история вас сделала сильнее. Как будто карта говорит, да ты сумеешь что-то преодолеть. Ты сумеешь что-то правильно просчитать. Но от начала до конца, не создавай для себя иллюзий путаницы. Не рассматривай какую-то возможность с позиции, ну, как сложилось прежде. Да, это тот опыт, который тебя научил. Но он уже не повторится. Тут повторится что-то другое. Точнее, тут будет какая-то новая конфигурация, когда тебе буквально
Прежние методы, они тебе ни разу не помогут. Вам какой-то период придется прожить по ситуации. И быть при этом, вот как эта Юдивь, которая, да, я надеюсь на себя. Когда мы надеемся сами на себя, аркан силы тем более, мы себя ведь не подведем никогда, правда? Тут самое главное не включиться, знаете, как по доверчивости в какую-то игру. Но, может быть, в каком-то проценте вы вынуждены или в какой-то этап короткий жизни участвовать словно в предложенном или в каком-то варианте, который, ну, у вас как в руки идет, или единственный возможный, да, и при этом пытаться каждый раз вот чью-то игру переиграть в свою. Тут у вас какая-то очень сложная задача. Сложная она именно потому, что вариантов мало. Один. Один, потому что один мы отметаем, как будто отказываемся, и в две стороны мы говорили не пойдем, а как будто решение вам, возможно, придется принимать. Ну, где-то срочно, быстро, скоро. Это не то, что мы можем сесть так это вот и долго раздумывать. Нет, мои дорогие. Вот такую информацию вам важно услышать. Давайте мы с вами карту совет достанем. Что карты вам посоветуют? Какой совет на эту минуту вам карты дают? Ну, вот так вот, чтобы подытожить. Пятерка мечей. Не создай с кем-то конфликта. Значит, у вас будет такое взаимодействие, может, когда вам захочется сказать как всю правду, вы можете услышать какую-то новость, и вам захочется, может быть, буквально высказать то, что наболело. Это может быть та информация, причем такая вот действительно нам снова говорят, совсем скоро. Пусть это будет не одно известие, а когда пришло одно, потом второе, потом третье, это какая-то многоуровневая информация. Да, приготовься, потому что по тузу жезлов это, знаете, как наша жизнь в один момент на период до и после. Иногда это наш собственный инсайт. Возможно, вам придется какую-то важную беседу, диалог проводить, когда вам и себя нужно сохранять буквально, и с кем-то не поссориться. Можно по этому триплету обратите внимание вот именно в эту минуту, как, ну, может быть, это произойдет совсем близко, может быть, буквально сегодня, когда вы открыли это видео, может быть, на днях вы окажетесь в той ситуации, когда, с одной стороны, и себя нужно сохранить, то есть рассмотреть то, что вам принесут люди, или принесет какое-то известие, или принесет конкретный человек, и при этом не создать конфронтацию. Или конфронтацию я имею в виду, когда мы можем так, знаете, наотмашь сказать: да нет, да не хочу я, да иди ты. Ну, я надеюсь, вы понимаете мой сленг. Вот этого тоже не нужно. Вы чего-то же не видите. Мы с вами весь расклад об этом говорим. Вам придется балансировать. И в то же время просчитывать какую-то ситуацию, искать дополнительную информацию. А что еще? У вас сейчас как раз происходит трансформация в жизни. Посмотрите, 20-й старший аркан. Избавление от боли, избавление от страданий. Правда, карта тоже говорит, прежние методы тебе не помогут. Они тебе даже не расскажут, не будут именно той подсказкой, которая, знаете, как соломки себе подстелить. Тут совершенно что-то другое. И пусть это даже взаимодействие с какими-то людьми, которых вы, вам кажется, вы знаете. А у людей-то, ведь я уже говорила, тоже что-то меняется. И стало быть, меняются приоритеты, меняются их интересы. Да, они продолжают с вами общаться, но задумки уже иные и у них. Но каким-то образом тут все-таки много старших арканов и аркан Солнца. Значит, еще по судьбе сложит в какой-то гармоничный узор судьба, как минимум пусть на какой-то этап, или на, пусть даже на короткое какое-то время, взаимодействие с конкретным человеком, и оно вам может быть полезно. Оно для вас может, или новость, пусть это сама, она для вас, тем не менее, открывает новые перспективы. Вам придется на что-то решиться. Но это для вас будет означать, да, может быть и баланс. Может быть и вот такое сложное какое-то решение, когда внутри все пылает и горит, и уже хочется сказать все, что вы думаете. А голос мудрости нас удерживает от поспешных решений. И вы потом себе скажете спасибо. Поэтому не торопитесь. Может быть, кто-то буквально посмотрел расклад и через какое-то время
Ну, какая-то подобная ситуация в вашей жизни и будет. И я тогда могу точно сказать, если вы себя, ну, вот так рационально, холодно сдержите, явно будет какая-то история в продолжении, когда вы себе потом скажете спасибо. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я вас благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные и искренние комментарии. Я всегда их с удовольствием читаю, правда, не успеваю отвечать, поверьте, я все читаю. Я благодарю за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, а я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.